помню, ты в каком-то видео говорил, что надо продолжать гриндить, особенно когда Да, тяжело идет. да. Вот вопрос. У меня будто как конфликтный хуёвый настрой и тильт идет точка, как это побороть. Перетерпеть, брат. Хотя, знаешь, короче, Димон, ну это лично мое мнение, я не знаю, правильное оно или нет. Смотри, нужно проводить аналогию с реальным спортом. Потому что реальный спорт-то он же хорошо, жестко изучен, да? И так далее. Короче, идея в чем? Смотрите, пацаны, я не знаю, вы можете на себе это попробовать, но здесь нужно проявить, как это называется? Дисциплина. В этой хуйне нужно дисциплину проявить. Давайте порассуждаем на эту тему, вы мне скажете, правильные мои мысли или нет. Значит, смотрите. Вот в реальном спорте уже давным-давно проведены всякие вот эти параллели, проведено целая куча гигантских тестов, блядь, и прочих вещей, да? Вот в реальном спорте я недавно узнал, как вообще люди пришли к такой системе, то что перед какими-либо конкретно прям вот такими соревнованиями, жесткими соревнованиями, почему перед ними наоборот нужно уменьшать нагрузку. Не нужно перед соревнованиями делать какие-то супер тяжелые, жесткие работы, потому что, ну, тогда ты не сможешь выдать максимум на соревнованиях, потому что тело не восстановлено. Я недавно узнал, как к этому вообще пришли. Короче, там в какие-то 1910 или 1930-е годы какой-то чел по какому-то виду спорта, там на выносливость, то ли лыжник, то ли бегун, то ли там конькобежец, короче, кто-то был. Он очень жестко тренировался перед соревнованиями, и вышло так, что он, короче, чем-то заболел и слег в больницу из-за этого, что-то на неделю примерно или дней на 10. И пока он лежал в больнице, он писал там о том, что типа пиздец, я охуеть как сильно тильтовал с этой хуйни, потому что мне казалось, что пока я здесь лежу перед самыми соревнованиями, мои соперники, вот по моему виду спорта какому-то, они наоборот усердно тренируются, и они типа меня нахуй на этих соревнованиях. Но в итоге вышло так, что благодаря вот этому, потому что он в больницу попал и лежал в больнице, у него тело полностью восстановилось, охуенно. Он все-таки поехал на эти соревнования, и он их выиграл. Причем так, ну, легко достаточно. Опять листаешь ТикТок, сидя на унитазике? Замени просмотр коротких роликов на фарм предметов для Counter-Strike. Играй в летнюю мини-игру на Epic Drop каждые 5 минут. Правила простые. Ты играешь за курочку, цель — убежать от выстрелов снайпера. Играть можно исключительно бесплатно, из-за победы получать призы. Но даже если проиграл, помни, что каждый сделанный в игре шаг сохраняется все лето. За 15 шагов ты откроешь свой первый мега-сундук. Это всего лишь 2 игры, а вот наполнение сундука уже за 1000 шагов. Не кисло, да? И все это бесплатное открытие. Быстро переходи по ссылочке снизу и играй в Chicken Run на Epic Drop буквально каждые 5 минут. А с тех пор вообще пошла вот эта вот тема с тем, что это вообще начали изучать, и в итоге во всех видах спорта пришли к тому, что перед соревнованиями у тебя вот есть подготовительный период, ты ебашишь как ебучий папа Карло, ты просто в ахуе хуяришь вообще чуть ли не в усмерть. Перед соревнованиями за 2 недели, за 10 дней уменьшаешь нагрузку для того, чтобы отдыхать. И потом на соревнованиях ты выдаешь пиковую свою форму, самую лучшую. И вот как это можно применить на Counter-Strike? Вот ты играешь очень много, ну, допустим, там, 3 недели, ну, в месяц. Ну, в Counter-Strike можно много матчей один за другим нон-стопом запускать. Что вообще в Counter-Strike важно? Ну, давайте подумаем, вот так вот, по большому счету, что в Counter-Strike важно? То, как вы нажимаете кнопки, то, как вы ставите прицел, это базара нет, это все важно. Но в Counter-Strike не менее важны мозги. Мозги. Принятие решений быстрые. Свежая голова нужна. Нужно поменьше эмоций. Да, то есть нужно таким роботом своеобразным быть. И вот, например, в шахматах точно такая же тема. Я смотрел, когда шахматистов, как они там что делают, они тоже... Они не могут, короче, играть дохуище партий нон-стопом, потому что даже у тебя голова начинает в какой-то момент лопаться. Нужно делать передышку. И вот мне кажется, ну это надо, короче, чтобы кто-то из вас попробовал. У меня все руки не доходят до такой хуйни. Короче, но опять же, мы не говорим про командный тимплей, блядь, потому что каждая ситуация на карте, в каждом раунде это всегда все разное. Там какая-нибудь плохая инфа может залететь, и вы из-за этого, ну там, перестрелку проиграете или игру въебете. То есть не все полностью от вас зависит. Но вот чтобы вы лично хорошо играли, для этого вам нужно по большому счету просто лучшую концентрацию. Как эту концентрацию набить?
Ну, в моем представлении, если вот этот спорт приложить, да, шахмат какие-то вещи взять, вот, допустим, ты месяц гриндишь, как ебанутый кабан, ты просто ебошишь, как сумасшедшая дура. 10 матчей каждый день играешь. То есть, вот у тебя, например, минимум, вот это тренировочный сбор такой своеобразный. Вот ты закрылся от мира нахуй, и ты все, и ты вот, у тебя задача. Я должен каждый день, похуй как, либо нон-стопом, либо через небольшие перерывы, либо еще как-то, но я обязательно должен играть 10 матчей. ДМы не идут в счет, просмотры демок не идут в счет, боты не идут в счет, префайры тоже не идут в счет, все это не идет в счет. Вот есть конкретно матчи на фасике. Вот я должен сыграть от 8 до 10 матчей. Каждый ебаный день, несмотря ни на что. Летит у меня, не летит у меня, в дизморале я, долбоебы тиммейты у меня. Вообще поебать. Вот ты должен хуярить 10 матчей каждый день. Тем самым прокачивать свою вот эту вот внимательность, да, стрессоустойчивость и прочие вещи. Ну и в том числе даже физические какие-то действия. Я вот зашел на ДМ, поиграл там 20 минут, и у меня рука охуеть окоченела, ебать. Просто окоченела. А я вообще никакого контроля не прикладывал, а у меня рука устала. Она забыла, что это такое, понимаешь? Поэтому месяц я вот так вот играю, вообще несмотря ни на что. Летит у меня, блядь, не летит, хуёво мне, не хуёво. Я все равно играю 10 матчей каждый день. А потом постепенно, опять же, постепенно, я начинаю уменьшать количество матчей. 2-3 дня я играю не 10 матчей, а по 8. Потом еще 2-3 дня я начинаю играть по 6-7 матчей. И в итоге я выхожу на пик. То бишь на 5 матчей. И вот, например, неделю я играю строго по 5 матчей. Только лишь 5 именно фасиков. И я почему-то уверен, что на дистанции вот в эту неделю... Когда вы будете играть по 5 матчей в день, вы сами того не заметите. То, что, во-первых, вы будете очень жестко уже разыгранными, это раз. А во-вторых, у вас внимательность и концентрация на каждом моменте будут сильно выше. И значит, вот эти 5 матчей вы будете играть, ну, реально на максимум. Но вот только вот проблема в том, что этого недостаточно будет. И... Например, там через неделю, через дней 10 опять нужно будет себе цикл забивания опять жесткий сделать, лютый. И потом опять уменьшать. Ну вот просто со временем, как будто вот играя всего по 5 матчей в день, вы сможете все 5 матчей выдавать на жесткой концентрации. И вот так вот постепенно прогрессируя, рано или поздно вы придете к тому, что вы сможете на полной, мощной, охуенной концентрации играть там 7-8 игр каждый день. Вот и все. Но здесь, опять же, таки нужно приложить, наверное, все-таки какую-то физкультуру. Потому что из-за того, что я начал заниматься бегом, я начал изучать вот эти все параметры, беговые, там не беговые, что к чему, да, ну, то есть такую вот всю вот эту вот информацию начал собирать, смотреть, что как. Параметр HRV, вариабельность сердечного ритма, ВЧП, она влияет не только на тренировки, вживую, но она влияет еще и на концентрацию. И если вы сможете раскачать параметр HRV в реальной жизни, то тогда оно сыграет в плюс и на других ваших делах, где нужна какая-то концентрация. Если так подумать, я бегом занимаюсь сколько? 4 месяца, да? И если вспомнить перед мажором, на тот момент я занимался около 3 месяцев бегом. На раскачку этого ВЧП и прочих вещей уходит где-то примерно месяц. Ну и вот вспомните, я же 1,5 месяца же реально поточил. Ну вот кто здесь был. Я поточил, я играл. У меня даже сливало село, но я все равно запускал потоки, все равно играл. Потому что мне хотелось. Правильно? Правильно. А все потому, что у меня вот это ВЧП прокачалось. И мне кажется, что вот этот параметр на Counter-Strike тоже влияет. Но проблема в том, что этот параметр, он раскачивается только благодаря этим тренировкам в циклических видах спорта. Бег, велосипед, плавание, футбол. Что еще? Нару, не ори! Нару! Не ори! Разорался, ебаный в рот. И чтобы его раскачать, надо все-таки месяц потратить. То есть это нужно начать и спортом заниматься, раз. И во-вторых, еще много на контру времени уделять. Но пока лето еще не закончилось, у вас, в принципе, есть возможность. Футбол не циклический? Ну как это, блядь? У тебя же там постоянно пульс поднимается, опускается, поднимается, опускается.
Как мне убрать волнение, зажатость в действиях в фейсит катках? Всегда будто боюсь нафидить и проебать раунд. Не набиваю больше 22 АВГ. Как было до 9 левела. Просто ты даешь слишком большую оверзначимость фейситу. Для тебя фейсит это самое важное здесь и сейчас, и поэтому ты придаешь ему слишком большую значимость. Если ты зайдешь в матчмейкинг, там на тебя ничего не давит, там тебе абсолютно до пизды, ты там раскрепощенный ебашишь. И даже если там на фасике против тебя попадутся типы с фейсита, с Элла, как у тебя, но ты не будешь об этом знать, ты их будешь разъебывать, ты будешь нормально вполне себе играть. Как сделать так, чтобы фейсит стал для тебя неважным? Начни играть в командный Counter-Strike. Собери себе стак. Начните тренироваться, начните играть праки, начните играть лиги, вот эти исеевские, начните играть open квалы и так далее. И именно результаты на турнирах, результаты на open квалах, результаты на праках станут для тебя более важными, чем фейсит. И как следствие, на праках вот этот мандраж будет, все это будет. Но заходя на фасик, ты уже не будешь воспринимать это как что-то такое, вот, ну, от чего зависит там, блядь, слишком много чего. И более раскрепощенно начнешь шпилить. То же самое у меня. Вот я приближался к 3 Элла, у меня руки холоднели, мне было страшно, я делал хуйню, я вообще не мог нормально играть. Как только они один раз апнулись и сейчас обратно слились, я понимаю, что я один раз эту хуйню апнул, значит у меня получится это апнуть еще раз, если я сильно этого захочу. И теперь, если я приближусь еще раз к матчу за 3 Элла когда-то в будущем, я уверен, что у меня не будет холодных рук и прочих вещей.